Бёрпи, друзья. Фух. Всем привет, друзья! Сегодня на нашем канале необычное видео. Оно будет посвящено фитнесу, но, естественно, так как у нас канал все-таки о кей-поп музыке, то фитнес будет не простой, а фитнес будет от нашего любимого Чонгука. Всем известно, что Чонгук обладает очень хорошей физической подготовкой, ну, собственно, как и все в BTS, иначе они бы просто не смогли вывозить эти свои концерты долгие, да? Но, тем не менее, именно вот с ним прежде всего связана вся история с закачками, да, какими-то. Есть видео, все их в интернете видели прекрасно, ну, естественно, этот там пресс, который очень много обсуждают, да, и вот тоже знаменитые эти фотки везде вы можете найти, везде во всех пабликах их публикуют. В общем, на просторах интернета есть одна программа, тренировочная программа, которая принадлежит Чонгуку, и в иностранном кей-поп сегменте, да, ребята пытаются эту программу повторить. Мы смотрели некоторые из этих видео, вы их сейчас наверняка видите на своем экране, и, естественно, решили, почему бы нам не попробовать сделать подобное видео. Так как я имел возможность работать фитнес-тренером, было у меня такое, работал в одном из фитнес-клубов города. Я имею опыт составления тренировочных программ, я имею опыт выполнения тренировочных программ, да, и, соответственно, мне стало очень интересно, как же это выполняется, какие здесь плюсы, какие минусы и все такое прочее. Сегодня мы не только сделаем с вами эту программу от и до, прям скажем так, с листа, но и в дальнейшем научимся выполнять все эти упражнения, и я наверняка внесу кое-какие рекомендации, чтобы я убрал из этой программы, чтобы дополнил, посоветую вам, как лучше вам подвестись к этой тренировке и как вам лучше, в принципе, эту тренировку осваивать. Вот так вот. Программа у нас такая, значит, это 20 приседаний, 20 отжиманий, 20 выпрыгиваний через приседания, это называется jump squats по-английски, да? Это когда мы подсели, выпрыгнули, такие упражнения. 20 повторов такого упражнения на плечи, которое называется, опять же, русского аналога, я не знаю название, pike push-ups называется. Мы стоим в такой позиции, типа как собака, мордой вниз, вот, и поджимаемся. Далее у нас 10, вот. Опять же, русского аналога этого упражнения я не знаю, как оно называется blade planks. Это делается вот так. Мы стоим в подобии планки, проваливаем плечи, вытягиваемся, проваливаем плечи, вытягиваемся. Вот так вот. Дальше 20 скалолазов. Но скалолазы у нас не скоростные на кардио, а поочередно каждой ногой. Но во всяком случае выполняют это обычно так. Далее 15 бёрпи. Бёрпи, я думаю, что все знают, что это такое. Это сейчас упражнение в принципе в мейнстриме, да? 20 подъемов ног. Имеется в виду простейшие подъемы, когда мы просто лежим на полу, поднимаем ноги туда-сюда, обратно. И 20 суперменов. Это то, что у нас в простонародье называется лодочка там, да, когда мы лежим на животе и делаем вот такие вот движения. То есть прежде всего на вот мышцы поясницы это нацелено. Неизвестно, делает он это с перерывами, делает он это без перерывов, как он вообще делает эти упражнения, известна только сама программа, и все, где мы видели, да, в других видео, выполняют кто во что гораст, но в основном никто без перерыва, вот мы так не видели, чтобы выполнял, а мы попробуем. Сейчас я возьму и от и до выполню эту программу, ну а позже мы с вами поговорим уже о ее плюсах и минусах. Ну давайте начнем.
бёрпи, друзья. Спина у меня не особо гибкая. Супермены поэтому получились вот такие. Фух. Вот это весь комплекс. Сейчас немного отдышусь и подведем какой-то итог. Итак, друзья, я отдышался. Могу сделать определенные выводы теперь по поводу этой программы. Во-первых, что касается вообще самой цели этой программы, то это так называемое, если мы делаем это без остановки, опять же, мы достоверно не знаем, как это делает Чон Гук, какие он делает перерывы, но это, если так делать, как делаю я, да, как делал я, это называется силовое кардио. То есть это кардионагрузка, все знают, что такое кардионагрузка, да, стандартная, это, например, бег, прыжки на скакалке и так далее. А силовое кардио это, скажем так, тоже кардионагрузка, но с применением более тяжелых физических упражнений. Обычно еще это делается зачастую с весом, то есть есть куча упражнений, но это в другом видео, возможно, мы разберем с вами. В общем, эта тренировка, она, скажем так, достаточно физически сложная. То есть даже если вы тренированный человек, да, но вы тренируетесь в другой специфике, вот, например, как я, да, то вам будет тяжело выполнять этот комплекс от и до вот так без остановки. Потому что за себя могу сказать, да, что у меня с непривычки даже уши заложило. То есть сами понимаете, да, какая идет нагрузка, да, что если даже такие процессы происходят. Но тем не менее, то есть ничего нет невыполнимого, да, особенно если вы подготовленный человек. Все-таки я бы рекомендовал первое время эти упражнения осваивать с перерывом сначала в минуту, потом сокращать до 30 секунд. И в принципе с перерывом в 30 секунд можно выполнять это постоянно. То есть даже не сокращая этот перерыв, потому что 30-секундный перерыв для силового кардио, для такого понятия как силовое кардио, это нормально. Если он не затягивается дольше 30, то это пойдет. А теперь, что касается самого комплекса именно по последовательности упражнений. У меня есть к нему определенные вопросы, да, с точки зрения вообще понятий о фитнесе, да. Я не знаю, кто составлял этот комплекс для Чон Гука, может он составлял его самостоятельно, но тем не менее мои рекомендации, если вы хотите выполнять именно эту последовательность упражнений, будут такими. То есть, точнее, не последовательность, если вы хотите выполнять именно эти упражнения, то последовательность я бы поменял, и она будет вот такой. Сначала мы бы выполнили приседания, как мы и делали, после чего отжимания. Отлично, поработали ноги, поработали руки. После этого мы бы с вами делали 20 скручиваний. То есть после отжиманий очень удобно. Мы с вами отжались, перевернулись на спину и пошли делать скручивания. Заодно у нас отдыхают и ноги, и руки, потому как они уже поработали. Дальше, после того, как мы сделали с вами скручивание, мы опять переходим на ноги и начинаем делать вот эти вот приседы с выпрыгиванием. Здесь опять же надо быть достаточно аккуратным, мы о технике с вами поговорим, да, попозже. После этого мы опять же поработали ногами, переходим на руки и делаем вот эти pike push-ups, о которых мы говорим, да. После чего у нас снова идет нагрузка на пресс, и мы делаем подъемы ног. То есть опять же мы потрудились руками, перевернулись на спину, поделали подъем ног, руки, ноги отдыхают при этом. Отлично. Погнали дальше. Дальше бёрпи. У нас это уже комплексное такое, да, упражнение, задействует и ноги, и руки. Да? Бёрпи. Далее, после этого мы делаем вот эти вот blade planks, о которых мы говорим. Но я, если честно, их бы вообще заменил на какое-нибудь другое упражнение, потому как в этом упражнении никакого функционала особого я не вижу. О планке мы, кстати, поговорим тоже отдельно. Далее.
Это супермены пойдут у нас. Вот эти вот. Да, мои любимые. И в конце мы добьем, так как это все-таки силовое кардио, мы добьем скалолазами. И будем делать их уже в максимально возможном темпе. То есть вот эти вот скалолазы, да. Потому как если это пойдет финальным упражнением, нам терять, скажем так, уже нечего. И мы можем уже добивать по полной программе в том темпе, который уже нам вот доступен, чтобы после него упасть просто и все, и распластаться. Вот. Если вы это будете делать такую последовательность, она будет более грамотная для усвоения организма. Да? То есть организм меньше будет, определенные мышцы будут меньше закисляться, и у них будет достаточно времени для отдыха между подходами. И вы с таких кругов сможете выполнить несколько, то есть от 3 до 5, если особенно будете делать с перерывом в 30 секунд. Вот такая вот последовательность у нас получается упражнений. Теперь отдельно поговорим о каждом из них. Если, например, мы начинаем от и до, да, по всем упражнениям, которые были в комплексе, то начинаем с обычных приседаний. Да? Смотрите, приседания, в принципе, достаточно такой известный всем элемент, все его так или иначе делали на физкультуре, и, в принципе, с ним все понятно. Я выскажу общие рекомендации, да, которые, в принципе, и так все знают, но тем не менее, да. Мы держим руки вот здесь, можем держать их вот здесь, и дальше что мы делаем? Движение у нас начинается от таза, то есть таз у нас немножко уходит сразу назад, после чего мы делаем приседание, видите, чтобы колени у нас слишком не выдавались вот сюда, то есть чтобы они у нас оставались примерно на уровне носков, и поднимаемся обратно. Смотрите, на самом деле ничего страшного в том, что колени уходят вперед, нет. Это такое, скажем так, не то чтобы заблуждение, да, но это есть вот такая вот догма в фитнесе, типа все вам говорят, любой тренер вам скажет, ни в коем случае колени не должны выходить. Нет, колени могут выходить, это нормально, лишь бы это не было в какой-то гипертрофированной форме, что вас вот так вот уже выносит вперед, да, это нормально, ничего в этом нет страшного, особенно когда вы приседаете просто так, без веса. Но опять же, если у вас есть определенные проблемы с коленями, будьте аккуратны, потому что я знаю, что такое проблемы с коленями, у меня они неоднократно были, поэтому у меня есть кое-какие там по технике тоже моменты, которые я выполняю чуть по-другому. Вот. Идем дальше, отжимания. С отжиманиями тоже все понятно, отжимания у нас выполняются в упоре лежа. Здесь смотрите, на самом деле, если вы постоянно возьмете этот комплекс, точнее за основу возьмете этот комплекс, вы можете варьировать упражнения. То есть я делал нейтральный, вот так. То есть локти у меня двигаются, получается, вот предплечье, точнее плечо располагается в диагонали. Да? Вы можете сделать, допустим, один день так, другой день вы можете взять руки пошире, да, и делать уже вот здесь угол между предплечьем и плечом 90 градусов. В какой-то момент вы можете, наоборот, направлять строго руки, чтобы у вас получалось вот так вот ровно. Как хотите, в общем. Если вы девушка, а девушек нас смотрит очень много, вы можете для начала выполнять с коленок это упражнение. Смотрите, что мы делаем. Мы встаем на колени, вот так завязываем ноги между собой, держим корпус напряженным и спокойненько так выжимаем себя. Да, это будет предпочтительный вариант, потому что все-таки выполнить 20 отжиманий не каждая девушка сможет, ну таких в смысле классических, поэтому медленно подводимся к этому упражнению. Дальше идут 20 выпрыгиваний. Вот. Смотрите, как их выполняют, ну, во-первых, видео, которые мы видели, как их выполнял я. То есть мы держим руки здесь, делаем по сути то же самое классическое приседание, присели и выпрыгнули. Не надо здесь стараться высоко прыгать, момент здесь не в этом. Опять же, это силовое кардио, здесь большинство идет как бы упора на именно, скажем так, на беспрерывность, что ли, движения, да? Если мы будем делать жесткий прыжок, во-первых, мы быстро устанем, во-вторых, у нас будет, скажем так, движение раз, пауза, два, пауза. А у нас должно быть все-таки динамика должна быть движения, да? Это первое. Второе, опять же, здесь вы можете варьировать, то есть если у кого-то легко это идет, бывает ноги тренированные, например, да, можете сесть поглубже, вот, с более глубокого приседа выпрыгнуть. Вопросов нет. Если проблемы есть, наоборот, с этим, делайте недосед, то есть
принципе, и так уже у вас все работает нормально. Здесь важна как бы сама динамика, как я повторюсь уже, да, и амортизация. То есть вот, на носочки приземляемся. Ни в коем случае не прыгаем там, как слоны, да, на пятки. Не надо этого делать. И опять же, если у вас есть возможность, да, можете запрыгивать на какую-то опору. На улице, если вы занимаетесь, например. Запрыгнули на опору, спустились, запрыгнули, спустились. Вот. Далее идем. Вот эти вот Pike Plank, которое называется, это упражнение. Смотрите, вы заметили наверняка, что я его выполнял вот таким образом. Во-первых, я замкнул вот здесь вот центр, и у меня зад как бы ушел немного наверх. Это было сделано специально, во-первых, для того, чтобы лучше активизировать мышцы пресса. Вот, я так делаю. Это не значит, что это как-то неправильно, это просто мои предпочтения, да? Во-вторых, это исключает вот этот вот прогиб, вот такой вот здесь в пояснице. У кого проблемы с позвоночником, да, особенно с поясничным отделом, те понимают, насколько важно исключить вот этот вот прогиб неправильно. Но в целом, это упражнение, я бы сказал, что оно, малоэффективно, что ли, малофункционально. Поэтому лучше использовать, если уж вы хотите сделать что-то в планке, лучше использовать вот такое упражнение. Смотрите. Мы встаем в тот же упор лежа и делаем локоть, локоть, рука, рука, локоть, локоть, рука, рука. Это гораздо более сложное и более функциональное упражнение. И здесь мы, в принципе, можем сократить повторы, то есть сделать не 20 повторений, а там 10, например, повторений. Но они будут гораздо более эффективны, вот, и гораздо более, скажем так, энергозатратными, чем вот эти вот движения. Далее у нас идет... мы с вами пропустили Pike Push-Ups. Pike Push-Ups — это вот то, что мы делали, да, мы с вами находимся вот в таком положении. Почему называется Pike Push-Ups? У нас еще называют такое положение копье. Вот, смотрите. И после этого мы просто стараемся как будто головой дотянуться до пола, выжимаем себя. Головой дотянуться до пола, выжимаем себя. Опять же, это более мужской вариант упражнения, да? То есть девушкам, возможно, его будет делать посложнее. Вот. Если, смотрите, вам никак не выполнить это упражнение, и вы чувствуете, что с этим есть определенные какие-то проблемы, смотрите, что мы делаем. Берем любой стул, или тумбочку, или лавочку, вот, встаем и отжимаемся вот так. Этого будет первое время достаточно. Дальше идем. Скалолазы. Вот. Скалолазы у нас вообще выполняются изначально вот таким образом. Мы с вами стоим и делаем. Это известное кардиоупражнение такое, называется скалолазы. Но в том варианте, в котором мы увидели, они выполняются вот так поочередно. Вот. Вы можете для себя более предпочтительный вариант выбрать, но в принципе можно чередовать. Делать так, делать так. Если мы делаем быстро, тогда мы должны засекать время и делать больше на выносливость, да, то есть, например, 30 секунд мы делаем. Если тем более мы договорились, что у нас между упражнениями 30 секунд отдых, то 30 секунд поделали, 30 секунд отдохнули, другое упражнение. Ну или если вы делаете так, тогда повторения. Повторения считаются как бы это за раз, то есть одна другая нога за раз. И таких у нас тут стоит вообще типа 20 повторений. Далее скручивание. Скручивание, я думаю, тоже всем известно. Вот. Смотрите, мы лежим, ноги у нас вот здесь, ноги могут быть вот здесь, как хотите. И дальше, почему именно скручивание? Потому что скручивание выполняется за счет того, что мы именно закручиваемся как улитка, я не знаю, как это объяснить. В общем, смотрите, плечи у нас вот здесь, сначала отрываются у нас плечи, дальше мы как будто плечи хотим закрутить в рулон вот так, а поясница при этом остается у нас на полу. Максимально закручиваемся, максимально нагрузка на пресс. И все, вот это скручивание. То, что в английском языке называется crunches. Потому что вот это то, что мы выполняем на физкультуре, это называется sit-ups. Вот, подъемы корпуса. Это другое.
Если для вас скручивание очень просто, бывает такое, да, что человек просто их делает каждый день, например, да, то можно усложнить этот вариант и делать вот такие скручивания. Когда у нас ноги находятся вот здесь, руки вот здесь, и мы, скручиваясь, достаем до носков. Вот такой вариант. Он будет посложнее. Далее, бёрпи. С бёрпи вообще все понятно, я говорил, это уже тема такая мейнстримовая. Вариантов их есть очень много, потому что все люди спорят между собой, все же грамотные у нас, да, правильно? Все же у нас как бы фитнес-блогеры, там, кроссфитеры и так далее. Но это шутка на самом деле, все молодцы, потому что все занимаются спортом, это самое главное. Но все спорят, типа, это неправильно, это правильно. Друзья, самое здесь главное, это тупо движение. Это динамика. Вы здесь делаете не с бешеным весом, ни с каким, не приседаете со 100 килограммами, да, где нужна филигранная техника. Здесь вы делаете движение, просто с собственным весом. И поэтому, как вы выполняете, то есть хотите, делайте вот как я, да, например, делал. Просто подсели, упор лежа, отжимания, выпрыгнули. Такой классический вариант, более физкультурный. Кто-то делает вот так, то есть он прыгает сразу, без отжиманий, но зато такой резкий, типа бросок сюда, на пол. Это больше делают там даже в некоторых спецподразделениях, да, где нужен вот этот момент резкого ухода вниз. И кто-то говорит, вот это правильно, то неправильно, и наоборот. Делайте как хотите, можете посмотреть отдельно обучалку по бёрпи, да, и какие вам там предпочтительней из этих вариантов. Можете выбрать. Самое главное, что динамика движения, то есть без остановки, не надо, сделал раз, сделал два, постоял, подышал, опять 2-3, ушел, выпил чаю, там 4-5, вот это то есть не надо. Важна сама динамика. Раз, два, раз, два, раз, два. Далее. Подъемы ног. Смотрите. Опять же, подъемы ног мы выполняли классическим образом, потому как это было так вот в видео изображено, да? Это же был у нас эксперимент, правильно? То есть мы делали с вами вот так. Вот просто поднимали ноги, до конца их не опускали, чтобы нагрузка сохранялась, да, у нас на брюшную мышцу. Вот. И все, и дальше делали выполнение этого упражнения. Здесь вообще предпочтительнее было бы, особенно если мы делаем перерыв, да, сделать более сложное, но более качественное движение, которое также называется подъемы ног, но состоит из двух этапов. Подъем ног и выход в березку, так называемую. Здесь у нас руки располагаются с вами на полу, голова тоже на полу, здесь плечи поднимать не надо, потому что нам не нужна дополнительная стимуляция мышцы живота, да, дополнительное напряжение. Мы поднимаем ноги, выход в березку. Подняли ноги, выход в березку. Вот. Такое движение будет гораздо более предпочтительным. Оно, скажем так, более комплексное, оно лучше развивает вас как спортсмена, да? Более функциональное движение. Идем дальше. Супермены. Да, друзья, супермены — это такое движение, ну вы видели его, да? Вот это вот у меня рыба, которая об лед бьется. Вот, бедная все, не может обратно в воду попасть. У кого с гибкостью поясницы все нормально, у кого нет травм позвоночника, как у меня там были в свое время, да, тому будет попроще гораздо его делать, это упражнение, и возможно даже как бы кто-то и не поймет вообще в чем в принципе прикол. Особенно если у людей там сильно гибкая спина, им вообще не составляет труда сделать вот это вот движение. У кого с этим есть определенные сложности, тому будет, конечно, посложнее. Но смотрите, какую рекомендацию можно сделать для тех, у кого вообще никак не получается это движение. Можно сделать вот так вот руки и только поднимать ноги. Это выглядит со стороны очень странно, я уверен. Вот. Но вы поймете, если вы не можете выполнить вот такую вот штуку, да, вы поймете, насколько легче стало выполнять, когда вы будете делать вот это. При этом стимуляция здесь также идет мышц поясницы, но в большей степени даже включаются еще и ягодичные мышцы. Вот так вот. Это что касается техники выполнения упражнений. Так, теперь давайте в целом поговорим вообще, что это и для чего это нужно.
тому же Чонгуку, например, да? Силовое кардио очень сильно увеличивает нашу выносливость. Это ни для кого, собственно, не секрет, да? Потому что если мы с вами говорим о классическом беге или говорим с вами о прыжках на скакалке, то это выносливость особого типа, скажем так, на легкие монотонные движения. А когда вы должны выполнять хореографию, которую выполняет BTS, побежать, прыгнуть, там поделать еще какие-то движухи, упасть, перевернуться, снова встать, еще при этом петь, то вы, естественно, должны выполнять силовое кардио. Здесь обычным бегом вы ничего не решите. Обычный бег у вас это просто как разминка только будет. Поэтому вот предпочтителен вот этот вариант. И, естественно, понятно, почему Чонгук делает вот такие упражнения, да? В общем, если вы хотите развить вот такой тип выносливости, то вам именно надо выполнять вот такие комплексы. Опять же, тоже момент. Вы можете этот комплекс разбить на две части, так как здесь 10 упражнений. Не берите сразу в один раз, например, все 10, если вам тяжело. Возьмите 5 упражнений, половину, делайте ее несколько туров и так далее. Вот такая еще рекомендация. В целом, обязательно хорошо разминайтесь, обязательно тренируйтесь, обязательно хорошо питайтесь, сбалансированно и правильно. И тогда у вас все получится. Я в этом уверен. Обязательно, друзья, пишите свои комментарии. Спасибо вам за просмотр, за то, что посмотрели до конца. Ждем вас в новых видео. Были рады встрече. Всем пока!